Эй, ты где? Тебе в эфир. Всех приветствую на канале Майер, подписчиков, гостей моих. Год назад я открыл, значит, канал и начал с такой самоделки, как перевел шуруповерт с никель-кадмием на литий-ион. В результате я получил вместо 1,2 2,2 ампер часа и увеличенную мощность. Крутящий момент стал больше за счет того, что напряжение мы подняли до 21 вольта. Я показал два способа. Плохо, что YouTube в раздачу видео не ложит. Реально мои два способа хорошие. Много каналов сняли тоже подобного видео, у каждого свои там способы. Я сильно даже не разглядывал, как они делали. Я сделал, как сделал, сам считаю нужным. Но мало каналов, я обратил внимание, сняли видео, как ихняя самоделка после года эксплуатации, значит, себя чувствует. Поэтому решил снять такое видео. Давайте посмотрим. Год эксплуатации. Эксплуатировал я ее часто, сразу скажу. Этот шуруповерт у меня был постоянно такой дежурный, постоянно где-то что-то просверлить, постоянно пользуюсь им. Потому что вес небольшой, 800 где-то грамм. Если взять мою макиту, которая около 3 килограмм, ну там под 100 ньютон-метров, то только где-то на таких тяжелых работах. На легких работах постоянно пользовался вот этим шуруповертом. Так, по системе зарядки. Я там что-то говорил, что я буду делать зарядное устройство отдельно к нему. Ничего я не стал делать. Потому что мне перекрывает вот этот самодельный лабораторный блок. И еще одна у меня есть самодельный блочок. Полностью перекрывает мои потребности в зарядках, в любых. Поэтому я на основе интерсколовской зарядки не стал ничего переделывать, все нормально. Понимаете, вот включаю. Для лампы это, конечно, мало, у меня параллельно включено. Вот 21 вольт и все. И видим, зарядка пошла 0,76 ампера. Все заряжается. Так, включаем 24 вольта, возвращаем освещение в студию. Так, значит, в чем особенность, еще раз, кто не видел, здесь применен вот такой выносной диагностический разъем. Он же и балансировочный. Как балансировочный я им не пользовался. Но периодически вот такой вот пищалочкой я проверял, значит, здоровье аккумуляторов. Подключается он просто вот. Все, и смотрим. Значит, 4,07, вторая банка 0,8, третья 3,96, 4,26 и пятая 4,08. Вот по пятой банке у меня вопрос. 4,26 постоянно идет перезарядка по пятой банке. Значит, пятую банку, ну извините, год поработали, все это самое. Пятую банку на замену. Поэтому я сейчас опять разберу. Пятую банку мы вычислили, что с ней что-то не то происходит. Аккумуляторы я брал бэушные от ноутбука, примерно одной резистивности. Вот, использовал. И получается, раз в год с помощью пищалочки мы сможем посмотреть, какая банка у нас начинает нам мозги парить, и на замену. Давайте я разберу по-быстренькому и поменяем одну баночку. Аккумулятор я уже приготовил, резистивность где-то 80 Ом. Вот ее и поставлю. И заодно еще раз взгляните, что, значит, никакой модификации я после этого не делал. Кстати, ронял на пол где-то с метровой высоты, одно крепление лопнуло, вот тут небольшой люфт образовался, но ничего, шуруповерт выдержал падение с высоты. Выкручиваем. Переделка, как всегда, была очень проста, я люблю делать простые вещи. Чем проще, тем конструкция, тем надежнее. Не надо это забывать.
Не надо усложнять там, где это не треба. Все громоздкое, все сложное, все вылетает. А все простое работает. Так, вот снимаем, значит, верхнюю часть аккумулятора, вот эту крышечку. Что мы видим там под крышечкой? Кстати, вот один шуруп не родной, закусывает, заедает. Надо найти более-менее подходящий шуруп. Так, вот. Так, снимаем аккуратненько. Так, видим, ну, для балласта один никель-кадмиевый аккумулятор. Здесь тоже, чтобы ничего не болталось, подложил вот такую пеночку. Так, эти усики достаются. О, кстати, неплохо лопнуло. Вот, смотрите, трещина как. Я ее не замечал, кстати. О, у меня корпус лопнул. Ну, как сделать суперклей, у меня тоже есть на канале. С помощью этого суперклея я быстро починю корпус. Так, здесь на первый взгляд кажется очень много проводов. На самом деле все просто, БМС-ка подключается просто. Аккумуляторы стоят последовательно, и между аккумулятором заведен еще дополнительный провод на БМС-ку. Паяльник. Так, видим, вот такая БМС-очка у меня простая. Сейчас уже появились более мощные на 5С и недорогие БМС-ки. Всегда я ссылки обновляю, указываю, какие на данный момент хорошие. Ну и тут будет не исключение, в описании я с вами поделюсь с хорошей БМС-кой, значит, недорогой, на 5С. Это 10 ампер. Сейчас уже появились и на 40, и на 50 ампер БМС-ки. Так что можно пользоваться любым из моих способов, ранее показанных. Но на тот момент я выбрал способ напрямую, значит, подключать без БМС-ки на сам шуруповерт, оставляя БМС-ку как систему заряда только. Ладно, там, если что интересно, посмотрите. Ну вот у нас
сборочка получилась. И какой из них пятая? Какая из них пятая? Да я даже сразу не наугад, а вам скажу, какая пятая. Значит, где у нас минус? От минуса и надо считать. Минус, скорее всего, вот этот аккумулятор. Вот первая банка, вторая банка. Так, неправильно, подождите. Минус, минус. Вот он, наверное, минус. Да, вот. Первая банка, вторая банка, третья, четвертая и пятая. Значит, вот эта баночка, скорее всего, у нас и на замену. Четвертая. Ну, давайте возьмем мультиметр и посмотрим напряжение. Напряжение на ней должно быть повышенное. Так, подцепляем крокодилы и смотрим. 4,21. 4,2 вернее. Так, а вот эти должны все быть меньше. 4,1. Так, 4,1. Это смотрим. 4,05. Ну да, вот это идет постоянно в перезаряд. Это ненормальное явление. После того, как все зарядятся 4,2, на этом 4,25 аккумуляторе. Что не есть гуд. Так что эту баночку мы отпаяем аккуратненько. И впаяем новую. Есть. Выключаем пока. Берем другую батарейку, я ее предварительно проверил, она меня устраивает. По характеристикам они схожи. Так. Желательно прибавить лучше с края, потому что там, мне кажется, электрод ровно по центру. Поэтому я пластинку немножко сбоку припаиваю. Теперь поставлю обратно сюда, но это надо прежде всего корпус будет заклеить, отремонтировать, потом я поставлю. Ну вот такое видео я хотел показать, что спустя год, значит, бюджетный шуруповерт, все в работе, с ним все нормально, и данный способ, который я показал в первом видео, считаю хорошим и вам рекомендую. На этом все, спасибо, всем пока.